Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Очень люблю, когда Чонгук тихонечко делает вот это мое. Девятое место. Все уже видели этот момент, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Тэхён вообще по сторонам не смотрит. У него одна цель – вести своего мальчика и обеспечить комфорт. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Новое фото с Тэхёном наделало столько шума. Почему людей напугала его любовь к детям?» Разрушаем стереотип о том, что гей-пара, Вигу, не могут хотеть детей. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Он просто рюкзачок Чонгука. Седьмое место. Знает ли Тэхён, как на него смотрит Чонгук? Шестое место. Поведение пары. Когда ты очень сильно влюблен. Просто Тэхён всегда держит своего Чонгука как самую большую драгоценность.
5 место. Обожаю этот момент из-за танцев Тэхёна и реакции Чангука. Четвертое место. Забота. Поддержка Чангука всегда такая значимая и безоговорочная. Он сказал: «Мне внезапно захотелось посмотреть Хвараны. Я хочу посмотреть на игру Ви». Почему мне вдруг вспомнились Хвараны? Пожалуйста, подарите много любви Дораме, не пропустите это зрелище. 저 갑자기 화랑이 너무 보고 싶습니다. 기대돼요, 연기. 갑자기 왜 생각나요, 화랑이? 화랑 나오면 많이 사랑해 주십시오. 얼마나 Третье место. Новости. Супруга Ким Йенджина, стилиста Тэхёна, в очередной раз радует нас милотой, опубликовав в Instagram фото, на котором Тэхён держит ее малышку. Вы реально хотите сказать, что мы скоро получим Тэйкук моменты с концертов и будем умирать тут все от переизбытка эмоций? Я не верю. Сангоу из Boy Next Door выбрал Ким Тэхёна в качестве образца для подражания, ролевой модели, на своей доске идеального себя на 2026 год. Тэхён – идеальный образец для подражания, не просто айдол, человек, который является источником вдохновения, талантливый, с неподражаемой харизмой, огромным сердцем и чистой душой. Он и вправду дива. Эль Тайван в Instagram. Поймать разные моменты с Чангуком в Париже. Чангук официально стал послом парфюмерного и косметического бренда Chanel, снялся в новой имиджевой кампании вместе с парфюмерией Chanel. И все это в эксклюзивном люксе Coco Chanel Suite в отеле Ritz Paris, где когда-то останавливалась сама Коко Шанель. Каждый кадр словно сцена из фильма, от которой невозможно оторваться. Как же ему идет? Красный и голубой.
Статья «Сенсация». Тэхён демонстрирует свою накачанную фигуру в потрясающей фотосессии для GQ. На этой неделе мировая кей-поп-сцена официально пришла в восторг, когда мировая икона Тэхён представил потрясающую фотосессию для GQ Korea, продемонстрировав результаты многомесячной упорной работы. Это не просто разворот в журнале, это заявление, демонстрирующее замечательное преображение артиста и его неоспоримую харизму. 10 января многогранный артист опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях серию потрясающих снимков, сделанных в рамках сотрудничества с престижным модным журналом. Эти фотографии подтверждают предположения многих поклонников, ведь тщательно работал над своей фигурой, и результаты просто впечатляют, кульминацией чего стало долгожданное открытие его рельефных мышц живота. На этих завораживающих фотографиях Тэхён излучает непревзойденную энергию, облаченный в эффектную меховую куртку и обладая пронзительным взглядом, приковывающим внимание. Его путь к этой впечатляющей фигуре начался в частности во время службы в армии, где его приверженность фитнесу стала очевидной. Изящные линии его роскошного пресса были продемонстрированы во всей красе, мгновенно покорив поклонников и СМИ по всему миру и став сенсацией на различных платформах. Между тем, говоря о важных новостях, группа официально подтвердила свое долгожданное возвращение 20 марта. Сообщается, что участники находятся на завершающей стадии работы над альбомом, обещая еще один прорывной релиз, которого с нетерпением ждут поклонники по всему миру. Эта статья в GQ только усиливает ажиотаж вокруг того, что ждет эту мощную группу. Это откровение свидетельствует о непоколебимой дисциплине и преданности Тэхёна не только своему делу, но и личностному росту. Добавь красок в свою жизнь. СМИ написали: возвращение BTS – одно из самых важных музыкальных событий 2026 года. Группа, которая проложила дорогу всем остальным, возвращается с новой музыкой и туром. И даже если мир изменился, их место так никто и не занял. Не обладая хрустальным шаром, мы все равно можем предсказать некоторые ключевые моменты поп-культуры этого года, среди которых возвращение одной из величайших бойс-бэндов в истории. В отличие от групп, которые берут паузу ради сольных проектов, часто не самых удачных, история знает примеры, у них была причина остановиться, причем вынужденная, обязательная военная служба. Участники проходили ее поэтапно, в зависимости от возраста, и в сумме это растянулось почти на 4 года. В 2022 году 7 в последний раз вышли на сцену вместе и объявили паузу, которая стала настоящим шоком для фанатов. Но теперь они возвращаются. 4 года – не так уж много в абсолютных величинах, но в музыкальной индустрии это ощущается как вечность. При этом у участников есть серьезное преимущество – они не такие, как все остальные. Во многом именно благодаря им кей-поп стал тем, чем он является сегодня, не просто музыкальным жанром, а глобальным феноменом. Они открыли дорогу всем, кто пришел после. Достаточно ли этого, чтобы гарантировать успех камбэка? В их случае – да. Потому что, в отличие от обычного попа, корейская поп-музыка опирается на фанатов, которые действительно способны менять реальность. Добавим к этому, что их пауза была вызвана чем-то неизбежным, вроде военной службы. Такое легко простить. Более того, если задуматься, это даже романтизирует связь между артистом и фанатами. Из серии «Мир нас разделяет, но мы все равно здесь и ждем». Не случайно и то, что о новом альбоме, он выходит в марте, сообщили с помощью рукописных писем,
которые доставили в дома избранных счастливчиков по всему миру. Спасибо, что ждали. Спасибо, что остались. Спасибо, что росли вместе с нами. И все это на фоне того, что большинство людей в это же время получали разве что уведомления об оплате коммунальных налогов. Параллельно с альбомом будет анонсирован и тур. Хотя дат пока нет, он уже породил тысячи постов фанатов, пытающихся понять, как вообще можно будет заполучить билет. Ожидание колоссальное. За время их отсутствия многие группы пытались заполнить пустоту, оставленную BTS. Например, Stray Kids или Seventeen, безусловно успешные коллективы. Но ни один из них так и не занял их место. Почему? Потому что дело не только в продажах или стриминге, а в глобальном и культурном влиянии. Многие группы продавали миллионы альбомов и успешно гастролировали по миру, но именно BTS установили рекорды, которые уже можно назвать историческими. Например, они стали первой корейской группой, возглавившей чарт в США. И даже после нескольких лет паузы семеро остаются среди самых прослушиваемых артистов в мире. Причина проста. Именно они стали эталоном, когда речь заходит о кей-поп, даже для тех, кто не слишком в нем разбирается. Мистер Кудряшка. Hype Insight сообщил о завершении выставки Чангука Golden The Moments в Индии. Спасибо Мумбаи за то, что наполнили каждый прекрасный момент своей любовью и энергией. Это была первая официальная крупная сольная активность Чангука в Индии в таком формате. Выставка получила широкий резонанс и живой эмоциональный отклик от фанатов и СМИ, став важным событием для всего индийского фан-сообщества. Смотрите это видео на свой страх и риск. BTS упомянули в выпуске новостей TG1, одного из крупнейших телевизионных каналов Италии, посвященном скорому возвращению мировых поп-звезд на сцену. В ближайшие месяцы мы услышим многих музыкальных звезд. Есть обязанности, от которых не могут уклониться даже суперзвезды. Такие как военная служба, которая вынудила BTS, группу, которая произвела революцию в кей-поп, взять вынужденную паузу. Но после окончания службы, спустя почти 4 года, настало время для нового альбома, анонсированного письмами, написанными от руки. Максимальная доза восхищения этим парнем. Представитель Южной Кореи – мальчик с плаката. Британский модный редактор назвал Тэхёна лицом Кореи. Кашарян опубликовал в социальных сетях серию фотографий с рекламных баннеров и цифровых инсталляций с изображением Тэхёна, которые он встретил повсюду в Сеуле, от аэропортов и метро до центральных улиц и набережной реки Хан.
Тэхён был первым лицом, которое я увидел по прилете. Для меня он настоящий поустобой не только как модель рекламных кампаний, но и как культурный символ новой эпохи. Он, лицо современной Кореи, отметил Кашарян в своем аккаунте. Тэхён выступает глобальным амбассадором таких брендов, как Dior Dior, Paradise City, Snow Peak и Compose Coffee. В честь его дня рождения в Сеуле были запущены 5 специальных автобусов с его изображениями, установлены масштабные арт-объекты в районах Сонсу, Янсан и на берегу реки Хан, а также размещены праздничные билборды и видеопоздравления в ключевых туристических зонах – Мёндоне, Ганнаме, Хонде и других. Международные СМИ, включая International Business Times, ранее отмечали значительный вклад Тэхёна в продвижение корейского туризма, особенно в контексте его назначения на должность глобального амбассадора Paradise City. Присутствие артиста в городской среде Сеула подчеркивает его статус не только как музыкальный, но и как культурной иконы, объединяющей глобальную аудиторию и укрепляющей имидж Южной Кореи на международной арене. Поустобой – это человек, чье лицо или образ настолько узнаваем и символичен, что он буквально украшает постеры, рекламу и становится визитной карточкой целой эпохи, бренда или даже страны. Так мило робко и сладко нежно. Тэхён и дети – это что-то супер-кьюти. Он мое вдохновение, моя муза, мое самое большое желание. Сон Сандык, главный хореограф BTS и перформанс-директор о Чангуке. На каждой репетиции концерта Чангук всегда уходил последним, отрабатывая свои сольные выступления. Он еще больше оттачивал свои вокальные партии в групповых песнях. Когда мы заканчивали и собирались домой, мы спрашивали участников, хочет ли кто-то еще попрактиковаться перед тем, как завершить день. Без исключения, Чангук поднимал руку. И это всегда происходило в конце. Потому что в конце он мог делать столько, сколько хотел, без какого-либо давления. Это показывает, насколько он перфекционист. Он самый страшный человек в мире, потому что он гений, который прикладывает огромные усилия. Это и есть Чангук. Чангук такой милый, и то, как его менеджер согревает его замерзшие руки. Чангук всегда заботится о тех, с кем работает так же, и к нему всегда относятся с теплотой.
Выдающееся стратегическое мышление Ким Тэ-хёна распространяется и на его выбор брендов. То, что Paradise City сейчас усиливает кампанию и выходит на рынки Китая и Японии для привлечения туристов, вовсе не случайность. Тэ-хёна в качестве амбассадора для Paradise City – это мастер-ход. Учитывая его колоссальную популярность в Японии и огромную фан-базу в Китае, бренд фактически гарантирует себе приток лакшери-туристов из этих регионов. Они будто одновременно говорят друг другу: «Ты здесь, со мной». Тянутся, притягивают, и все вокруг исчезает. А пальцы, сплетенные так естественно, делают этот момент еще более бесценным. Анализ и теория от фанатов по поводу предстоящего альбома группы. Конечно, «Солнце» будет одним из главных ключей предстоящего возвращения BTS, поскольку они предоставили нам много связанных с этим спойлеров. А в мире «Солнце» является космическими часами, которые заставляют персонажей столкнуться с реальностью и раскрывают путь к любви к себе. «Солнце» является кнопкой перезапуска. Каждый раз, когда Сокджин терпит неудачу, он просыпается на рассвете 11 апреля. Этот свет дает второй шанс, но также символизирует его заключение в бесконечном цикле. Кроме того, золотой час солнечного света в часто освещает самые темные страдания BTS, напоминая миф об Икаре, ссылка на Винкс. Мальчик, который полетел слишком близко к Солнцу, символизирующая опасность преследования мимолетных юношеских мечтаний ценой собственной безопасности. Свет истины, Солнце обеспечивает ясность, необходимую для противостояния теням, внутренним травмам. В то время как Солнце обеспечивает закат, кот с необычными глазами выступает в роли катализатора, появляясь при сменах солнечного света, чтобы дать Сокджину второй шанс. Второе место. Это так интимно. То, как они липнут друг к другу. Чангук в ответ своими действиями и нежными прикосновениями показывает всю любовь к родному человеку. Первое место. Это был Crazy день. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.